Под моим последним видео с реакцией на речь Юлии Навальной мне прилетел такой комментарий, который меня довольно серьезно задел и на который мне хотелось бы ответить. Комментарий был такой: ну сколько можно толдычить про Украину, ведь это никак якобы не помогает. И ну почему же я, российская активистка, продолжаю говорить про необходимость помощи Украине и продолжаю помогать Украине, украинским беженцам? А потому что я верю в том, что победа Украины является хоть и недостаточным, но необходимым условием для освобождения России от путинизма. Если говорить с морально-этической точки зрения, то это именно Россия виновата в трагедии миллионов украинцев. И для нас, россиян, закрывать на это глаза – это аморально. Но помимо этого морально-этического аспекта есть еще и чисто практический. Если мы хотим, чтобы Россия стала не прекрасной Россией будущего, о чем сейчас и говорить-то совестно, но хотя бы нормальной, то для этого действительно необходима победа Украины. И для того, чтобы понять, как военная победа Украины будет способствовать смене путинского режима, давайте разберемся с тем, что происходит внутри России сейчас. Ну, дело в том, что путинский режим на протяжении всего своего срока действия постоянно пестовал класс силовиков. И увеличивалось количество силовиков, включая и росгвардейцев, и контрактников. И сейчас это такая серьезная сила, которая действует внутри России и за ее пределами. Недавно вышло исследование, в соответствии с которым 1,5% ВВП идет на силовиков. Для них это огромные деньги. И не так давно стало известно, что 308 участников так называемой СВО стали так называемыми депутатами. Силовики становятся новой элитой. Они выступают перед школьниками в разговорах про влажное. Они являются той силой, которая теперь является новой элитой. Силовики являются классом-гегемоном, как говорили в Советском Союзе. У них есть власть, деньги, они прекрасно понимают, что они просто не выживут в условиях нормального демократического государства. Вот почему они будут биться за путинский режим. Вот почему они в нем кровно заинтересованы. И они кровно заинтересованы в новых войнах и в новых победах. Силовики, слава богу, не составляют большинство российского населения, потому что иначе бы их просто было бы невозможно прокормить. И надо понимать, что основное российское население, оно, что называется, загнано под шконку. И эта война, она им совершенно невыгодна и не нужна. Она забирает их жизни, она забирает их зарплаты, пенсии, она забирает их ресурсы. Но наивно думать, что в случае по тем или иным причинам смерти Путина каста силовиков вдруг ни с того ни с сего решится организовать честные выборы и пригласит из-за границы оппозиционных лидеров для участия в этих самых выборах. А что же может изменить эту безрадостную ситуацию? Что может заставить силовиков рефлексировать и думать, кто виноват? Что может заставить в корне изменить эту ситуацию? Российские силовики действуют по законам волчьей стаи. И если Акела промахнулся, то Акела сожрут. И вот эта самая военная победа Украины может стать тем самым промахом Акела, который откроет новое окно возможностей для России. И это будет точно так же, как падение Советского Союза в 90-х, которым, к сожалению, мы не смогли воспользоваться. Но это не значит, что мы не сможем этим воспользоваться во второй раз. Вот почему победа Украины играет такую важную роль. Вот почему надо помогать Украине победить. Вот почему нужно делать все возможное, чтобы Запад продолжал поставлять адекватную военную помощь в Украину и прекращать на корню всякие пораженческие слова некоторых западных политиков о страхе так называемой эскалации конфликта. Потому что благодаря победе Украины у нас, у россиян, появляется шанс на нормальную Россию будущего. А в случае, если путинский режим сможет одолеть Украину, то в этом случае вот этот класс силовиков просто как труп гноем наполнится
силой и уверенностью в том, что они могут все. И они будут продолжать дальше вести свои отвратительные захватнические войны. И это будет сигналом для всех диктатур мира. И именно тогда путинский режим станет центром вот этой вот гангрены, вот этого гниения захватнических войн и передела мира. И вот тогда это будет настоящая эскалация и Третья мировая война. И если мы все этого не хотим, то нам очень важно продолжать помогать Украине выстоять. Нам надо продолжать помогать российским добровольцам, которые воюют в составе украинской армии. Нам нужно продолжать помогать украинской армии. И нам нужно, конечно же, помогать украинским беженцам и украинским заключенным, которые сейчас томятся в российских тюрьмах. Так что же мы можем сделать благодаря своему талдычению? Ну, прежде всего, мы можем требовать от западных политиков, когда они будут разрабатывать стратегии в отношении России, пунктом 1 включать в эти стратегии военную победу Украины как обязательное условие свержения путинского режима. А далее у нас, антивоенных россиян, на самом деле есть отличный опыт самоорганизации. И я напомню, что мы помогли тысячам украинцев, которые насильно гнали в фильтрационные лагеря с оккупированных украинских земель и которые оказывались потом совершенно без прав на территории Российской Федерации. Так, в общем, наша антивоенная сеть тысячам украинцам помогла бежать в независимые и безопасные европейские страны. А также у нас есть опыт, когда мы собрали 50 тысяч евро для добровольцев, российских добровольцев, которые воюют в составе украинской армии. И вы знаете, это было очень эффективно, потому что ровно после этого я и мои коллеги Гарри Каспаров, Иван Тютрин сразу стали террористами для путинского режима. Это говорит о том, что это было суперэффективно. Помощь украинской армии и особенно россиянам, которые перешли на сторону украинской армии. Ну а также мы можем продолжать помогать замечательным проектам помощи Украине. Например, вот прямо сейчас вы можете задонатить на проект «Доктора волны», который восстанавливает конечности раненому по штрих-коду, которое есть в этом видео. Для нас, россиян, желающих счастья и процветания своей родине, России, крайне важна победа Украины, потому что это увеличивает шансы освобождения нашей Родины от тирании силовиков.